Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы приготовим воздушный, очень вкусный маковый рождественский калач. Нам нужно приготовить дрожжевое тесто. Берем 180 мл слегка теплого молока. Добавляем 20 граммов свежих прессованных дрожжей, 100 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара и пол чайной ложки соли. Все хорошо перемешиваем венчиком до полного растворения. Затем нужно слегка взбить 2 яйца и добавить к молоку. Все соединяем. Теперь нам нужно добавить просеянную муку. Сначала я добавила 450 граммов. Муку предварительно просеяла 2 раза, чтобы больше насытить кислородом. Затем в процессе вымешивания я добавила еще 70 граммов муки. Дальше добавляем 40 граммов мягкого сливочного масла. Хорошо вымешиваем. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Количество муки, которое вам понадобится добавить, зависит от ее качества. Поэтому смотрите по тесту, оно не должно быть слишком мягким или жидким. Кому-то может понадобиться чуть меньше или чуть больше муки. Дальше добавляем 20 мл растительного масла. Продолжаем вымешивать, как будто растягиваем тесто, чтобы оно получилось воздушным. Теперь можно присыпать стол мукой и вымешивать уже на столе. Весь процесс замешивания теста у меня занял минут 15-20. Если вдруг у вас тесто очень липнет к рукам, но при этом вы уже добавили достаточное количество муки, можете смазать тесто и руки растительным маслом. Тесто должно получиться мягким, воздушным и слегка липнуть к рукам. Дальше смазываем миску растительным маслом. Выкладываем тесто, накрываем полотенцем и оставляем подходить примерно на 1,5 часа в теплом месте без сквозняков. Я оставила тесто в закрытой духовке и поставила рядом чашку с кипятком, для того, чтобы тесто хорошо поднялось. Наше тесто очень хорошо выросло. Слегка обминаем его. Перекладываем на стол, делим на 3 части. Одну маленькую и 2 одинаковых больших. Из больших частей делаем длинные жгуты. Затем немножко их раскатываем. И выкладываем маковую начинку. Распределяем по тесту. Если у вас нету маковой начинки, можно ничего не добавлять, а просто сделать жгуты. И без начинки получится очень вкусный калач. Теперь аккуратно и плотно заворачиваем по принципу рулета. И хорошо защипываем края. Немножко снова растягиваем. Длина одного жгута примерно 70 сантиметров. Второй делаем такой же. Дальше берем 2 жгута и переплетаем их между собой. Затем выкладываем на противень, застеленный пергаментом в виде веночка, и хорошо соединяем между собой края. Теперь из небольшого кусочка теста делаем тонкий жгут и выкладываем по кругу калача. Дальше накрываем полотенцем и оставляем на минут 15-20, чтобы тесто снова немножко поднялось. А пока ставим разогреваться духовку. 20 минут прошли. Смазываем калач взбитым яйцом и посыпаем по желанию кунжутом или маком. Ставим выпекаться в разогретую до 195 градусов духовку
Режим вверх-вниз нагрев, примерно на 25-28 минут, но ориентируйтесь по своей духовке. Наш калач готов, очень ароматный, воздушный и вкусный. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Приятного аппетита и хороших вам праздников!